Репрессии в Каракалпакстане, начавшиеся в июле 2022 года, продолжаются и по сей день, затрагивая тысячи жизней и вызывая глубокую обеспокоенность международного сообщества. Мирные протесты, вспыхнувшие в Нукусе, были жестоко подавлены, что привело к многочисленным жертвам и арестам. С тех пор репрессивная политика властей лишь усилилась, распространяясь как внутри страны, так и за ее пределами. Истоки конфликта. Конституционные изменения и протесты. В июле 2022 года правительство Узбекистана предложило поправки к Конституции, которые предусматривали лишение Республики Каракалпакстан ее суверенного статуса. Эти изменения вызвали волну негодования среди каракалпакского населения, опасавшегося утраты автономии и культурной идентичности. Мирные протесты начались в городах Чимбай и Муйнак, а затем перекинулись на столицу региона, Нукус. Люди требовали сохранения суверенитета и уважения к их правам. Однако власти отреагировали жестко, силовые структуры применили силу для разгона демонстрантов, что привело к многочисленным жертвам и ранениям. По официальным данным, в ходе протестов погибли 21 человек, однако правозащитники утверждают, что реальные цифры значительно выше. Многие участники протестов были арестованы и подвергнуты жестокому обращению. Свидетели сообщают о применении пыток и других форм насилия к задержанным. Несмотря на международное осуждение, власти Узбекистана продолжают преследовать активистов и подавлять любые проявления несогласия. Репрессии распространились и на тех, кто выражает поддержку каракалпакскому народу за пределами страны. Многие активисты были вынуждены покинуть Узбекистан, опасаясь за свою безопасность. Однако даже за рубежом они сталкиваются с преследованиями и угрозами. Международные организации призывают узбекские власти прекратить репрессии и обеспечить соблюдение прав человека, однако ситуация остается критической. Массовые аресты и судебные преследования после подавления протестов власти Узбекистана развернули масштабную кампанию по преследованию участников и организаторов демонстраций. Более 500 человек были арестованы, 61 из них привлечены к уголовной ответственности. Среди осужденных – адвокаты, блогеры, активисты и журналисты. Даулетмурат Таджимуратов, адвокат и блогер, призывавший к мирным протестам, был приговорен к 16 годам лишения свободы. В феврале 2024 года Верховный суд Узбекистана признал оппозиционное движение «Алга Каракалпакстан» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Лидер движения Аман Сагидулаев, получивший политическое убежище в Норвегии, был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. Преследование каракалпакских активистов, проживающих за пределами Узбекистана, особенно в Казахстане, приобрело систематический и транснациональный характер. После событий в Каракалпакстане в июле 2022 года, когда мирные протесты были жестоко подавлены, многие активисты были вынуждены искать убежище за рубежом. Однако даже за пределами родины они сталкиваются с арестами, экстрадициями и другими формами давления, инициированными узбекскими властями. Аресты и экстрадиции в Казахстане. Казахстан стал одной из основных стран, где каракалпакские активисты искали убежище. Однако сотрудничество между правоохранительными органами Казахстана и Узбекистана привело к серии арестов и экстрадиций. В марте 2024 года в Астане был задержан Расул Жуманиязов, член движения «Алга Каракалпакстан», за участие в обсуждениях событий в Нукусе в мессенджере Telegram. В апреле того же года в Алматы арестовали Рената Утамбетова по обвинению в публикации видео с критикой действий Ташкента во время протестов. Узбекистан возбудил против него дело по статье 159 Уголовного кодекса «Посягательство на конституционный строй». Особое внимание привлек случай Акылбека Муратбая Муратова, лидера каракалпакской диаспоры в Казахстане. Его арестовали в феврале 2024 года в Алматы по запросу Ташкента, обвиняя в призывах к массовым беспорядкам и распространении материалов, угрожающих общественной безопасности. Муратбай отверг все обвинения, утверждая, что его преследуют по политическим мотивам. После года, проведенного под арестом, в феврале 2025 года, он был освобожден,
однако его ходатайство о предоставлении убежища в Казахстане было отклонено. Еще одним примером является Кашкарбай Таримуратов, задержанный в Казахстане по запросу Узбекистана. После года, проведенного в следственном изоляторе, он получил убежище в Польше. Эти случаи демонстрируют, что даже за пределами Узбекистана каракалпакские активисты не могут чувствовать себя в безопасности. Преследование активистов за рубежом, как Ташкент экспортирует репрессии, развернутые узбекскими властями против каракалпакских активистов, уже давно вышли за пределы страны. Силовики Ташкента действуют по отработанной схеме, заставляя соседние страны выдавать узбекских граждан, которые пытаются найти убежище за границей. Главная цель — запугивание и полное подавление любого сопротивления. Но как работает этот механизм? Какие инструменты использует Узбекистан для давления на своих оппонентов? И почему ни одна страна в регионе не может открыто противостоять этим действиям? Аресты и экстрадиции. Как Ташкент добирается до активистов после кровавых событий в Нукусе в июле 2022 года. Десятки активистов покинули Узбекистан, опасаясь расправы. Казахстан стал одним из главных пунктов, куда бежали каракалпаки. Однако казахстанские власти не стали обеспечивать им безопасность. Дело Акылбека Муратова. Лидер каракалпакской диаспоры в Казахстане. Арестован в Алматы в феврале 2024 года. Обвинен в призывах к массовым беспорядкам. Казахстан отказал ему в политическом убежище. Спустя год под арестом он вышел на свободу, но остается под наблюдением. По неофициальной информации, спецслужбы Казахстана передали часть его переписки узбекским властям. Массовые задержания в Казахстане в 2022-2024 годах. В Казахстане были задержаны не менее 15 активистов, некоторые были экстрадированы в Узбекистан, другие депортированы в третьи страны. Казахстанские власти фактически помогают Ташкенту в зачистке оппозиции. Многие беженцы не могут получить статус политического убежища. Политические убийства. В 2023 году в Турции при загадочных обстоятельствах умер активист Дилмурод Атабеков, по официальной версии сердечный приступ. Друзья уверены, это было устранение по заказу узбекских спецслужб. Есть сведения, что узбекские агенты ведут активную работу в Турции и против оппозиции, как Узбекистан покупает соседние страны для репрессий. Официально Узбекистан не признает политические преследования. Но на деле в странах СНГ сформировалась транснациональная система подавления оппозиции, где Ташкент использует дипломатическое и экономическое давление на соседей, чтобы те выдавали активистов. Какие методы применяет Узбекистан? Давление через экономические связи. Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими экономическими партнерами. В 2023 году товарооборот между странами превысил $5 миллиардов. Ташкент использует финансовый рычаг, чтобы Казахстан не предоставлял защиту беглецам. Операции спецслужб. Узбекистан активно работает через своих агентов в соседних странах. Беженцев преследуют, запугивают, шантажируют. Используется слежка за семьями активистов в Узбекистане. Ложные обвинения. Узбекские власти обвиняют активистов в экстремизме, призывах к насилию, антигосударственной деятельности. В 90% случаев доказательства против них сфабрикованы. Международная реакция и правозащитные организации. Международные правозащитные организации выражают серьезную обеспокоенность по поводу преследования каракалпакских активистов за рубежом. Human Rights Watch в марте 2024 года опубликовала отчет, в котором осудила аресты активистов в Казахстане по запросу Узбекистана, подчеркивая, что такие действия подрывают международные нормы защиты прав человека. Несмотря на давление со стороны международного сообщества, ситуация остается сложной. Казахстанские власти, хотя и не всегда удовлетворяют запросы об экстрадиции, часто отказывают активистам в предоставлении убежища, оставляя их в подвешенном состоянии и подверженными дальнейшим преследованиям. Международное сообщество и правозащитные организации выражают обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека в Каракалпакстане и призывают Ташкент к прозрачному расследованию событий 2022 года, а также к прекращению репрессий против мирных активистов и гражданского общества. Однако, несмотря на многочисленные призывы, ситуация остается напряженной, и репрессии продолжаются.
заключение трагические события в Каракалпакстане и последующие репрессии против активистов как внутри страны, так и за ее пределами, подчеркивают серьезные проблемы с правами человека в Узбекистане. Международное сообщество должно продолжать оказывать давление на узбекские власти, требуя прозрачности, справедливости и уважения прав всех граждан, независимо от их политических взглядов или места проживания.